Signing of Ellie Anderson from Nottingham Forest in a deal worth 116. Hotspur have smashed their transfer record for the second time in the space of just a few days, formally announcing the signing of Sandro Tonali from Newcastle for a fee that could rise to £100 million. Когда-то в футболе существовал негласный трансферный закон. Если клуб платил 80 или 100 миллионов евро, он покупал не просто игрока. Он покупал готовую легенду. Это были не ставки на будущее. Это были Зинедин Зидан, Криштиану Роналду или Гарет Бейл. Игроки, которые уже все доказали, подняли над головой главные трофеи и должны были дать результат здесь и сейчас. Сегодня эта трансферная политика практически умерла. Мы живем в реальности, где 100 миллионов фунтов могут отдать за игрока, чье имя через пару сезонов уже никто не вспомнит. Рынок больше не платит только за достижения, а платит за перспективу. За то, кем игрок может стать в теории, если сойдутся талант, правильный тренер и успешная команда. При этом повезет, если игроку не вскружит голову слава. Добро пожаловать в новый трансферный мир. Мир, где футбол все больше напоминает не спортивный рынок, а биржу переоцененных акций. Сегодня мы разберем, как футбол превратился из конкурентного спортивного рынка в биржу переоцененных акций и проанализируем главное, кто первым нажал на кнопку, которую сегодня можно назвать одним словом – катастрофа. Чтобы понять, когда все начало меняться, нужно вернуться в один конкретный день – август 2017 года. В Париже ПСЖ активировал пункт выкупа Неймара за 222 миллиона евро. До этого переход Поля Погба за 105 миллионов казался пределом трансферного безумия. Но парижский клуб за один вечер поднял эту планку больше, чем в 2 раза. И дело было не только в самом Неймаре. ПСЖ заплатил 222 миллиона и одновременно положил эти 222 миллиона на счет Барселоны. Теперь каталонский клуб внезапно получил огромный трансферный бюджет, а весь футбольный рынок прекрасно понимал, откуда взялись эти деньги. Когда Барселона начала искать замену Неймару, продавцы это тоже понимали, и так появились новые ценники. За Усмана Дембеле Барселона заплатила около 140 миллионов евро с учетом бонусов, а за Филиппа Коутиньо около 160 миллионов. Для Ливерпуля это был фантастический бизнес. Майкл Эдвардс и его команда получили возможность продать игрока за сумму, которая еще недавно казалась невозможной. Но на этом рынок даже не собирался останавливаться, а начал падать как домино или расти как дрожжи. Параллельно этим событиям ПСЖ договорился о переходе 18-летнего Килиана Мбаппе из Монако примерно за 180 миллионов евро. И фактически за несколько месяцев футбол переписал собственный прайс-лист. Ведь теперь 100 миллионов больше не выглядели суммой только для суперзвезд. Теперь это становилось новой точкой отсчета для молодых талантов, которые еще ничего не выиграли, но уже считались будущими звездами. И именно здесь началась новая эпоха футбольного рынка, давая входной билет для любого талантливого атакующего игрока. Смотря на трансферный рынок сегодня, суть политики 100 миллионов проста. Будущая перспектива важнее нынешней звезды. Раньше самыми дорогими становились игроки в возрасте 27 и 28 лет, которые были на пике формы. Это был своеобразный золотой стандарт. Клуб платил за уже доказанный результат, за голы в Лиге чемпионов, за способность выдерживать давление финалов и за стабильность на протяжении нескольких сезонов. Это был рынок гарантии. Сегодня он практически ничего не стоит. Сегодня спортивные директора скорее выложат 120 миллионов за 19-летнего игрока, чем 60 за проверенного ветерана. Почему? Потому что футболист перестал быть просто игроком. Он стал активом, потому что в дело вступила конвенция спекуляции. Рыночная стоимость теперь строится на воображаемом будущем игрока. Молодой футболист – это инвестиция в будущее. Если он не заиграет сразу, у клуба остается время. Его можно отправить в аренду, перепродать, продлить контракт или дождаться нового покупателя. В то время как цена перепродажи за 30-летнего игрока падает со скоростью камня. Если вы покупаете 28-летнюю звезду, через 4 года ее стоимость будет близка к нулю. Это невозвратные инвестиции. Например, Зюле из Дортмунда, который завершил карьеру уже в 30 лет. Но есть и скрытая финансовая выгода.
о которой редко говорят фанаты, это коэффициент стоимости состава. По правилам УЕФА, клубы ограничены в тратах на зарплаты и трансферы относительно своих доходов. 20-летний талант может стоить 100 миллионов, но он согласится на гораздо меньшую зарплату, чем установленная суперзвезда, что позволяет клубу легче вписаться в жесткие финансовые регламенты. С другой стороны, есть пример Янна Диаманди или Элиота Андерсона. Один удачный сезон в Лейпциге или яркий отрезок в Ноттингеме, и цена взлетает до 9-значных цифр. Клубы теперь боятся ждать. Они боятся, что если не купят его сейчас за 100, то в следующем году он будет стоить целых 200. И самое страшное, что гранды готовы платить, ведь они покупают не игрока, они покупают право не кусать локти через 2 года, когда цена может удвоиться. Это рынок, который построен на страхе упущенной выгоды, а не на скаутинге. Все это привело к тому, что футбол стал напоминать рынок криптовалют или венчурных инвестиций. Такая одержимость потенциалом порождает аномалии, которые в старом рынке назвали бы безумием. Посмотрите на ситуацию с Элиасом Круппи. Парень играл во 2-й французской лиге и стоил копейки. Но стоило ему выдать один качественный сезон, забив 13 мячей, как его ценник взлетел с 10 миллионов до 130. Это рост на 1300% за один год. Ни один легальный бизнес в мире не дает такой доходности. Но в футболе это стало новой нормой. Клубы вроде Борнмута или Лорьяна больше не ждут, пока игрок докажет свой класс на дистанции в 3-4 сезона. А зачем? Ведь можно продать мечту здесь и сейчас, пока пузырь не лопнул. Это стало возможным благодаря конвенции сравнения. Если рынок видит, что за условного Элиота Андерсона платят огромные деньги из-за нужд бухгалтерии, то любой талант со схожим профилем автоматически подтягивается к этой планке. После того, как в 2017 году ПСЖ установил новый ценник, выплатив 222 миллиона евро за Неймара, вся шкала цен была переписана. Сумма в 100 миллионов перестала быть эталоном для величайших. Она стала стартовой ценой для любого перспективного атакующего игрока. Именно эта жажда нового великого игрока привела к серии катастрофических трансферов, которые больше похожи на финансовые преступления против логики. Антони, Мудрик и Жоау Феликс в Атлетико. Это сделки, в которых цена не имела никакого отношения к реальности на футбольном поле. Это были чистые ставки на проекцию. Современный скаутинг превратился в соревнование алгоритмов. Спортивные директора смотрят на XG, на прогрессивные передачи, на данные о скорости, но они забывают, что человеческая психика не поддается оцифровке. Глядя на Алехандро Гарначо или подобных ему звезд нового поколения, мы видим, как клубы отчаянно пытаются разглядеть в них будущих обладателей золотого мяча, просто потому, что им нужно оправдать свои инвестиции. Если клуб потратил на юношу 100 миллионов, он обязан называть его гением, иначе придется признать, что просто просадили деньги клуба в казино. Эта система именно и создала замкнутый круг. Богатые клубы покупают потенциал, тем самым раздувая цены на всех остальных молодых игроков. Теперь любой 18-летний вингер с хорошим дриблингом автоматически стоит 50 миллионов. Футбол перестал быть игрой мастерства. Он стал игрой, в кто первым найдет следующий золотой самородок. Но проблема в том, что большинство этих изумрудов через сезон оказываются обычными камнями, просто завернутыми в блестящую обертку маркетинга и долгосрочных контрактов. Если Европа еще пытается сохранять остатки здравого смысла, то английская премьер-лига давно живет в собственной финансовой реальности. И чтобы понять, почему именно Англия стала главным двигателем трансферной инфляции, придется ненадолго забыть о футболе и заглянуть в бухгалтерию. Я понимаю, что это звучит все скучно, не так увлекательно, как всплывающее сообщение о новом трансфере. Но мы говорим о финансах, о движении денег и как они влияют на футбол, который мы смотрим и любим. Поэтому продолжаем. Главная аббревиатура здесь – правила прибыли и устойчивости. Клубы АПЛ загнаны в определенные рамки. Они не могут терять больше определенной суммы за 3 года. И тут в игру вступает амортизация. Когда Челси покупает игрока за 100 миллионов и дает ему контракт на 8 лет, в бухгалтерских книгах это записывается не как трата в 100 миллионов, а как расход по 12,5 миллионов в год. Это позволяет покупать пачками, не нарушая правила прямо сейчас. Например, Михаила Мудрика
купили примерно за 100 миллионов и подписали с ним 8-летний контракт. Такая схема позволяет клубу скупать все, что движется, создавая иллюзию финансового благополучия. Челси, Сити и Юнайтед могут потратить $500 миллиарда за лето, но в глазах регуляторов выглядеть здоровым. Поэтому в 2023 году УЕФА и АПЛ, видя трюки Челси, ввели новое правило. Теперь амортизировать трансфер можно максимум на 5 лет, независимо от того, на сколько лет подписан контракт. Но команды со временем находят способы обходить ограничения, и это еще больше усложняет рынок. Есть и обратная сторона – чистая прибыль. Продажа воспитанника академии записывается в отчетность как 100% прибыль здесь и сейчас. Когда клуб продает игрока, которого вырастил сам, значительная часть суммы трансфера может практически сразу превратиться в прибыль в отчетности. Именно поэтому мы видим странные сделки. Ньюкасл, Астон Вилла или Эвертон обмениваются своими талантами за баснословные деньги перед дедлайном 30 июня. Самый подходящий и современный пример – история Эллиота Андерсона из Ньюкасла. Футболист с детства в клубе, его обожали трибуны, он считался будущим Сорок. Но из-за страха получить штраф в виде снятия очков, Ньюкасл был вынужден продать его в Ноттингем за 35 миллионов фунтов. И вот здесь мы подходим к главной проблеме. Если клубы начинают продавать молодых игроков ради бухгалтерского баланса, их стоимость постепенно перестает определяться только футболом. Эта сделка была продиктована не только футболом. Ее диктовали калькулятор и финансовый фейрплей. И самое страшное в этой системе – это эффект домино. Как только игроки ротации и выпускники академий начали торговаться по 30, 40 или 50 миллионов фунтов, вся иерархия цен рухнула. Если запасной Ноттингема стоит 35 миллионов, то сколько должен стоить игрок основы или талант из Астон Виллы? Все дошло до точки, когда Морган Роджерс переходит в Челси за 117 миллионов фунтов после одного яркого сезона. У него нет побед в Лиге чемпионов, нет опыта игры за сборную на крупных турнирах, нет большого количества трофеев. Но у него есть правильный статус, и он играет в лиге, где деньги обесценились. Англия создала замкнутую экосистему инфляции. Когда Манчестер Сити выкладывает 160 миллионов за того же Андерсона через пару лет после его продажи. И именно поэтому английские клубы сегодня могут выглядеть одновременно и покупателями, и продавцами безумно дорогих футболистов. Они не просто тратят деньги, они создают новые ориентиры стоимости. Каждый такой трансфер становится новым примером для всех остальных. Клубы Европы уже смотрят на АПЛ как на бездонный кошелек. Если Эвертон или Вест Хэм приходят к условному Лиону или Севилье, цена автоматически умножается на 2. И это уже не футбол. Это перекладывание денег из кармана в карман, чтобы не получить штраф в таблице. Теперь каждый такой трансфер среднего игрока за 30-40 миллионов заставляет рынок ползти вверх. Премьер-лига сегодня – это гигантский пылесос. Она вытягивает таланты со всего мира по завышенным ценам, а затем перемалывает их внутри своей финансовой мясорубки и в итоге разрушает трансферный рынок. Сегодня Премьер-лига – это отдельная финансовая галактика. Благодаря огромным телевизионным контрактам даже середняк английского чемпионата может позволить себе суммы, которые еще недавно были доступны только европейским грандам. И это создало странную систему. Клубы из других стран все чаще превращаются в своеобразные фермы для Англии. Они выращивают талант, развивают его, а потом продают туда, где за него готовы заплатить в 2 или 3 раза больше. Но если вы думаете, что трансферным рынком управляют только владельцы клубов и спортивные директора, вы все еще смотрите на футбол слишком просто, потому что между игроком и клубом есть еще один человек – агент. За последние 10 лет его роль изменилась настолько сильно, что сегодня некоторые агенты влияют на трансферный рынок не меньше, чем сами клубы. Цифры это прекрасно показывают. В 2025 году суммарные выплаты футбольным посредникам достигли рекордных $1,37 миллиарда. Это на 90% больше, чем годом ранее. При этом рынок крайне неравномерен. Лицензии имеют почти 11 тысяч агентов, но реальные деньги получают лишь около 1500, а половину всех игроков в топ-лигах контролируют всего 83 агентства. Агентства превратили футбол из игры в глобальную схему по перераспределению капитала.
где игрок – это лишь удобный повод для получения комиссионных. И особенно хорошо это видно на рынке свободных агентов. Влахович, Дэвид или даже Хендерсон. Их зарплата – это и есть трансфер для агента. Механизм свободных агентов на бумаге выглядит хорошо. Контракт игрока закончился, он переходит в новый клуб даром. Но в темной стороне футбола слова «даром» не существует. Когда условный Джонатан Дэвид или любая другая молодая звезда выходит на рынок без контрактных обязательств, начинается аукцион. И в итоге футболист, который официально достался клубу за 0 евро, может обойтись ему в десятки миллионов. В некоторых сделках агентские компании получали по 15 миллионов евро только за то, что помогали провести переход. Именно агенты раздувают пузырь потенциала. Им выгодно, чтобы 18-летний игрок стоил 100 миллионов, потому что их комиссия – это процент от суммы сделки. Они используют медиа как инструмент. Один инсайт в Твиттере, пара восторженных статей в крупных изданиях, слухи об интересе со стороны Реала, и цена игрока, который еще вчера был никем, взлетает до небес. Мы видим это на примере того же Гарначо или других молодых талантов, чей хайп в разы превышает их реальную пользу на поле. Клубы попадают в ловушку. Они боятся поссориться с влиятельным агентом, потому что завтра этот же человек может не привести к ним настоящего гения. Это мягкий шантаж, на котором строится весь современный трансферный бизнес. Но есть не только агенты, есть еще и окружение игрока. Недавний трансфер Диаманди за 130 миллионов евро – отличный пример. Окружение игрока фактически как акулы взяли часть трансферной цены от спонсорских до агентских контрактов. Переговоры велись именно с ПСЖ или Реалом, ведь только они могли дать то, чего хотело окружение игрока. Вместо агентов делами звезд теперь руководят родители или братья. У Мбаппе – мать Файза Ламари, у Беллингемов – отец Марк, у Виртса – отец Ханс Иоахим. Это позволяет семьям оставлять себе 100% подписных бонусов, не отдавая комиссию в 5-10% агентствам. Но иногда футболист вообще отказывается от традиционного агента. Кевин Де Бройне нанял аналитическую компанию, которая оцифровала его влияние на игру. С помощью математических алгоритмов она доказала Манчестер Сити, сколько клуб потеряет в случае его ухода. Этим Кевин выбил контракт на 100 миллионов фунтов без единого агента. И это очень показательный момент, потому что футболист теперь может продавать не только свою игру. Он продает статистику, имидж, коммерческую привлекательность и будущую стоимость. Но есть еще более глубокий уровень этого рынка – корпоративное владение. Крупные корпорации, такие как City Football Group, Red Bull или владельцы Челси, начали строить целые империи, скупая клубы по всему миру. Это идеальная схема для обхода любых рыночных правил. Клубы стараются купить талант в Бразилии в 16-17 лет, как Эстевао или Андрей Сантос для Челси, чтобы избежать выплаты 100-миллионной премии позже. Однако для рынка это означает только одно – концентрацию власти. Мелкие и средние клубы лишаются возможности зарабатывать, потому что таланты перехватываются сетевыми структурами. Агенты здесь играют роль связующего звена. Они помогают распределять игроков по этой паутине, получая свою долю на каждом этапе. В итоге мы, как часть футбола, имеем рынок, который абсолютно непрозрачен. За каждой официальной цифрой в 100 миллионов скрываются десятки миллионов неофициальных платежей, бонусов родителям, выплат фирмам-прокладкам и комиссий посредникам. И именно поэтому сегодня, когда мы видим заголовок «Игрок перешел за 100 миллионов», мы на самом деле видим только верхушку огромной финансовой системы. В конечном счете, анализируя все эти безумные цифры, нужно признать неприятную вещь. Трансферный рынок сошел с ума не сам по себе. Его свели с ума мы как фанаты, как люди, как часть футбола. Наше нетерпение, наша жажда громких имен, наше требование побед здесь и сейчас создают тот самый спрос, который рождает этих монстров. Мы смотрим на экран и видим очередную презентацию игрока за 120 миллионов и чувствуем прилив адреналина. Но за этим трансфером скрываются сломанные карьеры тех, кто не оправдал проекцию, пустые бюджеты клубов с вековой историей и целая армия посредников, которые богатеют на нашей любви к игре. Трансферная стоимость в современном футболе – это уже не просто оценка таланта. Это сумма всех страхов, амбиций и бухгалтерских уловок нашего времени.
И пока мы продолжаем смотреть этот сериал, ставки будут только расти. Да, проще критиковать систему, чем изменить ее. Но такова реальность. Цените те редкие моменты, когда на поле все еще решает талант, а не чек, и помните, настоящая цена этого зрелища гораздо выше тех цифр, что пишут в заголовках, потому что в конечном итоге единственная валюта, которая имеет значение в футболе, это не евро и не фунты, это эмоции. Те самые эмоции, которые нельзя купить ни за какие деньги мира, даже если у вас есть лишние 100 миллионов.